Привет! Сзади меня шикарные виды, а это значит, я добрался до островов Филиппин, а именно острова Катандуанос. И сегодня я хотел бы рассказать, стоит ли сюда ехать и какой вид отдыха здесь вообще преобладает. Катандуанос не особо популярное место среди туристов, потому что добираться сюда долго, а инфраструктуры и развлечений здесь как таковых нет. А те, кто сюда приезжают, едут в основном за серфингом. Да и серфинг тут тоже сезонный, и лучшее время для катания с августа по октябрь. Но и у путешествия вне сезон также есть свои плюсы. Это цены. Бунгало с видом на океан здесь сейчас стоит 500 рублей в сутки. Так выглядит местная кухня Филиппин. Здесь макарошки, здесь рис, тут рыба жареная, рыба в кокосовом соусе, рыба вареная. А вот здесь... джекфрут. Это джекфрут в кокосовом соусе. Как оказалось, на Катандуаносе много смотровых площадок, и все они располагаются на приватной территории. И чтобы на них попасть, необходимо заплатить за вход и приобрести услуги гида. Это обязательно. И вот со мной сейчас идет вот такая девушка. Вот your name, repeat, please. Чай. Чай. Ее зовут Чай. Like Russian, чай. Word chai, it's like tea. Hello. 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 Good morning. Good morning. Оп. Дорога на смотровую площадку проходит через джунгли, и идти по ним минут 15. Дошли мы до смотровой площадки. Выглядит это как большой луг. Но поднявшись на вершину этого холма, открываются и другие достоинства Катандуаноса. Скалистый берег, о который разбиваются гигантские волны, на это можно смотреть бесконечно. Вход на смотровую площадку огорожен колючей проволокой. Частная территория, вход платный. Сама смотровая состоит из 4 обзорных точек, расположенных в 5 минутах ходьбы друг от друга. И виды на каждой из них открываются все более фантастические. И если бы не 30-градусная жара, тут можно было бы пробыть и до вечера. What do you say? Point 1. This is point 2. Вот такая вот небольшая лагуна, внизу пасутся коровы, абсолютно не привязанные. И мой экскурсовод говорит, что они якобы опасны. Нужно от них держаться подальше. Но мне кажется, она привирает. Nothing tourist now, yeah? Why? Because it's 12 o'clock. 12 o'clock, it's so hot. Yes. Only me. Yeah. И это не единственная достопримечательность Катандуаноса. На острове есть несколько водопадов, лагун и пешеходных троп для трекинга. Все условия для уединения с природой и экотуризма. Но у меня, как всегда, время ограничено и надо ехать дальше. Сейчас я иду в зеленую лагуну, называется она Нупа Грин Лагун. Нашел я ее на Google картах.
Рейтинг там стоит 4,2. Вроде как говорят, очень красиво. Но посетителей там всего по Google картам было только 6. Буду 7-м. Вот такой вот жесткий спуск сюда. Вроде как ступеньки пробиты, но очень скользко. Дождь прошел 2 дня назад, но все равно ни хрена не высохло. Вот такие виды по дороге открываются. Импровизированные ворота. Бамбук, привязанный к пальме. Вау, а тут чье-то жилье даже. Тут кто-то жил раньше. И это, скорее всего, дорога не к Грин-лагуне. Вот так выглядит доступное жилье на Филиппинах. Но раз есть ступеньки, надо идти, чё? Потому что больше спуска я никакого не видел туда. Хотя вполне возможно, это жилье, которое мы сейчас видели, это был очередной чекпоинт для сбора средств за вход в высокий сезон, летом. Когда мало тайфунов, здесь почти везде вход платный. И скорее всего тут сидел какой-нибудь мужчина, может женщина, и собирал со всех по 20 песо, как вариант. Потому что жить в таких условиях, ну, вряд ли получится. Вот такие вот банановые деревья растут. Большинство из них во время тайфуна выломало практически по всему Катандуанусу и по всему Лузону. Вот такой вот небольшой водопад по дороге. Ну и все, и там море. Такие вот разноцветные камни здесь разбросаны по всему острову. Почему одни желтых цветов, вторые красные, третьи малиновые? Скорее всего, есть какая-то примесь, может быть, даже в них что-то содержится драгоценное. Прям прослойка есть желтая. Что только в ней, непонятно. Похоже, вот это место и есть зеленая лагуна, ради которой мы сюда ехали. Но сейчас облачно, и оценить всю красоту этого водоема достаточно сложно. Но даже сейчас я вижу, что дно просматривается хорошо, и глубина там, ну, метров 5, как мне кажется, не меньше. Сегодня я плыву обратно на материк в порт Табако и решил вот рассказать, как пользоваться паромом, а именно как перевести байк с материка на остров. И я думаю, эта информация может быть кому-то полезна. Это был мой первый опыт переправы на пароме с байком. Арендовал я его в Легаспи, и так вышло, что с арендатором мы договорились даже без подписания договора аренды. То есть на руках у меня были лишь документы, оформленные на филиппинца. И он сам не знал, пустят или нет меня на паром, так как до этого из его арендаторов никто туда не ездил. Так вот, инструкция. Первым делом мы приезжаем в порт, на кассу, и покупаем билет на себя и на байк. Для этого им нужно показать документы на байк, а паспорт мой оказался никому не нужен. После этого нужно пройти ряд бюрократических процедур. Сначала должны оценить техническое состояние байка. Выезжаю с территории порта и еду в соседнее здание. Там также показываю документы и получаю еще одну бумажку, а байк мой никто не смотрел. Затем нужно получить разрешение на перевозку транспортного средства в соседнем здании. Я думал, здесь как раз и возникнут проблемы, но нет. Также посмотрели документы на байк и выдали бумагу. После этого возвращаемся в порт и оплачиваем сервисный сбор, и получаем еще 2 бумаги. И на этом квест закончен. И если у вас получилось собрать 6 таких бумаг, вы можете смело ехать на погрузку на борт. Сегодня я еду в город Дансол, он находится в пару часах езды от Легаспи. Город этот небольшой,
Но в нем есть одно очень прикольное развлечение для туристов – это плавание с китовыми акулами. Я его уже посещал на острове Себу в городе Ослоп, но контента я там не снял. Собственно, поэтому я еду сейчас сюда, чтобы рассказать и показать вам, как это все происходит. А сейчас я просто остановился полюбоваться видами, которые открываются по дороге к этому городу. Hello. Hello, sir. May I help you, sir? Yeah, I want to swim with shark. It will be tomorrow, sir. Tomorrow morning, I should be here at around before 8 o'clock. Yeah, tomorrow morning, and I want to find Somebody to share with. friend. Okay. Friend. Oh, friend, sir. You should be here tomorrow morning. Then you're going to register. If you want, you can register now for tomorrow. What different register and go back to tomorrow? Yeah, tomorrow. Register what? This is a pre-registration before, and I will be the one to find you a group tomorrow. But you don't have to pay yet because this is the price. This is the price for the whole boat. Yeah, Maximum of 6. We split it into the number of person on the boat. yeah, On top of this, the registration fee of 300 pesos. yeah. If I register now, I pay 350. No, not yet. Tomorrow, before leaving. Yeah, and if I registration now, you find me Tomorrow morning. tomorrow morning. Yeah. Okay. Just try to find. Okay, I'm registration, and what time I need? To be here, Yeah, 7:30. 7:30. Because we open at 8 o'clock. Okay. Shark, sea shark now is possible or not possible? Now they don't see the shark. Now, Our last sighting was December 18. December 18 is the last sighting. 18. That's why we don't give any assurance or any guarantee about the shark because they are wild here in Indonesia. And no refund if you don't see the shark. You go to the sea every day, and nothing. Nothing. That's why it's up to you to think about it. It's depend of typhoon, yeah. Because of the typhoon. This boat for diving or snorkeling? For snorkeling. For For the shark here is the snorkeling. For diving, it's different boat Different. and different activities. Okay. Okay. Just be here tomorrow. Вода очень грязная почему-то здесь. В Ослобе просто кристально чистая вода была, голубая. Не знаю, может быть, это возле берега так кажется, что она грязная. Пляжи, к моему разочарованию, здесь оказались абсолютно некупабельные. После тайфуна они все завалены мусором, вырванными деревьями и кострами, на которых все это сжигают. Да и глубина здесь небольшая для купания. В основном это рыболовный город. А вот закаты здесь шикарные. Ситуация с акулами получилась следующая. В декабре на Филиппинах прошло 2 тайфуна. Тайфун Тишой и тайфун Урсула. Филиппинцы очень трепетно относятся к тайфунам, поэтому называют их по именам, так как они обладают разрушительной силой. И после первого тайфуна было повалено куча линий электропередач, обесточены города. Все супермаркеты и магазины работают на собственных электростанциях, и здесь это в норме вещей, так как у всех есть автономные генераторы, все уже готовы к очередному сбою с электроэнергией. Так вот, по поводу акул. В связи с тайфуном все акулы ушли в более спокойное место. Либо на глубину, либо к другому городу. И 2 недели их уже не видели. В связи с этим арендовать лодку за 3500 песо и 3 часа кататься в поисках акул
не очень охота. Собственно, поэтому я сейчас здесь. Это зеленые холмы недалеко от города Легоспи. Очень красивое место. Ну, акулы, я думаю, мы еще в другой раз увидим. И в конце моего путешествия я все же решил реализовать основную цель моего приезда в Легоспи – подняться на один из вулканов, которых в этих краях очень много. С Майоном все было понятно сразу. Активный вулкан извергался недавно, дороги до кратера нет. Решил я выбрать Булусан, вулкан в 60 километрах от Майона, и на него недавно поднималась группа филиппинцев пару месяцев назад. William, may nag-ano sila kumano sa bundok, sa bulkan. I want to Now is go to temporary close temporary close because of alert level 1. every time. Yes. Wow. This activity kayak or boating only. Trekking is Kayak and boat. yes. Maybe Yung mga bulusan. possible. No. I asked another people. They say about tour guide. It's okay, and to the top. No. Because alert level 1. Alert number level 1. Maybe you know another volcano where I can go to the crater and the top, not alert. Chubudi. Yes. About sa ano, pag-akyat sa ano. Ikaw ani Ano isa yung din. tiyuan? Then, alert level About sa pag-akyat. How to go to the summit of the volcano? Artillery activity? No, I want to go to the top in the crater. Sila mag-akyat. But Ayan. today it is not allowed to go there because the volcano is in alert level 1. Yeah, it's only Meaning- only today. No. Yeah, this is your guide. Chubadi. Okay, and It is in alert level 1, meaning to say that the danger zone is up to 4 kilometer danger zone. 4 kilometer dangerous. It is in alert level 1. Okay, and maybe you know another volcano where. We cannot see the volcano Huh? because of it is covered by mountains. Yeah. Outside the lake, you can see volcano. Outside the lake. Maybe you know another volcano in near in Luzon, near this place. Where is it possible trekking in the top? Another, not Bulusan. Mayong volcano. Mayon? It's not possible. Pa yung volcano. Everybody open. Tagyan sila. Итак, на вулкан я не попал, акул я тоже не увидел, а зеленая лагуна оказалась не зеленой. В следующих видео я это исправлю, а чтобы их не пропустить, подпишись на канал. Пока!